Всем привет, меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. Это видео я посвящаю вот такому интересному узору для корзины. Этот узор многослойный, состоит из столбиков без накида в раскол и вот таких вытянутых петель. Вы можете использовать в такой корзине несколько цветов, 2 и более. Можно нижний слой, который столбиками без накида вяжется, вязать одним цветом, длинные вытянутые петли формировать другим цветом, да, таким образом подчеркивая вот эту фактурность и многослойность корзины. Также вы видите, что здесь сбоку формируется такая рельефность, очень красивая. И здесь тоже можно каждый ряд вязать каким-то одним цветом, либо же 2 ряда одним цветом, 2 ряда другим, либо каждый ряд разным цветом. Так можно задействовать остатки пряжи, которые у вас есть, и связать вот такую прекрасную корзину. Она такая достаточно плотная, но в то же время эластичная. И здесь можно вязать из любой пряжи. Это может быть трикотажная пряжа, шнур любого диаметра. У меня шнур 5 миллиметров без сердечника, полиэфирный, от пряжи Центр Карамель называется. И крючок я здесь использую номер 4. Промокод на такой шнур я оставлю внизу, и по нему вы сможете получить 5% скидку. И давайте же приступим к вязанию. Для начала, пожалуйста, свяжите донышко необходимого вам диаметра. Это может быть круглое донышко, овальное, квадратное, любой формы, которую вы захотите. Как вязать такое круглое дно, вы можете посмотреть, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. И начинаю вывязывать стенки столбиками без накида в раскол на высоту 3 ряда. Вяжу я вот таким образом, начинаю, завожу крючок под переднюю дужку верхней горизонтальной петли, завяжу крючок в раскол столбика последнего ряда донышка, и вот через эти петли вывязываю первый ряд. В конце ряда последний столбик я провязываю вот эта точка соединения ряда, и при таком способе, который использую я вот завожу крючок под самую ближайшую дужку и провязываю, как обычно, столбик без накида. И все вот эти ниточки остаются ввязанными в столбик. И закрываю ряд. Я закрываю вот таким способом. Более подробно вы также можете посмотреть видео про круг. Закрывать можно абсолютно любым способом, который вам нравится. Стеночки еще вот так вот поправляю. И начинаю вязать второй и затем третий ряд аналогично. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно второй и третий ряды, и встретимся с вами на 4-м ряду. Будем уже формировать наш узор. И с 4-го ряда начинаем формировать узор. Весь узор у нас будет состоять из столбиков без накида в раскол и вытянутых петель, которые мы будем повторять через каждые 2 ряда. То есть мы сейчас вот провязали 3 ряда и будем сейчас вытягивать вытянутые длинные петли. Затем мы провяжем 2 ряда столбиками без накида в раскол, и в 3-м ряду будем формировать вытянутые петли. И так чередуем до конца. 2 ряда столбиками без накида в раскол, вытянутые петли. Заводим крючок в столбик первого ряда, достаем рабочую нить, вытаскиваем ее на уровень чуть выше 3-го ряда и фиксируем рабочей нитью. Дальше опускаемся в следующий столбик, захватываем рабочую нить, вытягиваем на высоту чуть выше 3-го ряда и провязываем 2 петли на крючке вместе. И так чередуем до конца ряда. То, что сейчас вот петельки не совсем ровно лежат,
Не беспокойтесь, мы в следующем ряду закрепим их, и будет все ровно. И подходим к концу, провязываю последнюю длинную петлю и закрываю ряд. Вот первая верхняя горизонтальная. Завожу сюда крючок и соединяю. Следующий ряд провязываю в раскол вот этой вытянутой петли. То есть, да, вот у нас здесь сверху также формируется такой как бы столбик, вот он, изнаночный, и вот сюда, между вот этих вот ниточек, сюда буду заводить крючок и провязывать в раскол следующий ряд. Итак, провязываю этот ряд и следующий столбиками без накида в раскол. Провязала столбиками без накида в раскол 2 ряда, и сейчас в третьем ряду буду формировать вот такие вытянутые петли. Опускаюсь в предыдущие вытянутые петли в раскол, захватываю рабочую нить, подтягиваю на высоту чуть выше последнего ряда и закрепляю. И так вяжу до конца ряда. Затем после ряда вытянутых петель снова провязываю 2 ряда столбиками без накида в раскол, и затем снова формирую вытянутые петли. И так чередую на необходимую высоту. Если видите, что петелька очень сильно перекручивается, вы можете постепенно ее поправлять руками, придавая более аккуратный вид, чтобы все петли были примерно одинаковыми. Я потом еще прохожусь крючком и поправляю петли, которые не совсем ровно лежат. И после того, как провязали корзину на необходимую высоту, последний ряд у нас будет ряд из вытянутых петель, мы закроем ряд имитации верхней горизонтальной петли. Для этого обрезаем нить, оставляя кончик подлиннее, высвобождаем полностью нить из петли и формируем верхнюю горизонтальную петлю. Заводим крючок сзади вперед под первую верхнюю горизонтальную, цепляем рабочую нить, выводим ее полностью назад и с изнаночной стороны проходим в последнюю верхнюю горизонтальную через перемычку с изнаночной стороны столбика. Вот так. Подхватываем нить, уводим на изнанку и подтягиваем, чтобы все было одинаково. Прячем кончик. И просто так мы, конечно же, не оставим корзину. Мы обработаем верхний край, сделаем обвязку соединительными столбиками, полустолбиками без накида. Заводим в любую петлю в раскол крючок, подхватываем рабочую нить, проходим в следующий столбик и обвязываем соединительными столбиками, проходя в каждый столбик предыдущего ряда. Так мы укрепим верх, и вот этот последний ряд вытянутых петель будет таким более завершенным. Вот этот кончик потом спрячем и обвязываем так до конца ряда. И вот уже подхожу к концу, остается провязать
последний столбик, соединительный столбик. И вот здесь тоже хочется провязать, но делать этого не будем. Здесь сымитируем вот эту петлю. Так же, как и при закрытии последнего ряда, формируем петельку, завожу крючок в первую петлю, так вот сверху вниз, забираю рабочую нить и прохожу с изнанки под верхнюю горизонтальную в столбик и захватываю рабочую нить. Все, так мы получили непрерывную косичку. И прячем кончики в произвольном порядке на изнаночной стороне. И на этом у меня все. Обязательно еще не поленитесь, пройдитесь по каждому столбику, разровняйте петли, если это необходимо, чтобы все лежало аккуратно и красиво. Я очень надеюсь, что у вас все получилось и вы довольны результатом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и до новых видео. Пока!